Груз. Channel about trucks. Разбор груз. Канал о грузовиках. Всем привет! Мы очень рады видеть наших зрителей со всего мира. Кстати, не забудьте оставить комментарий, с какой страны вы смотрите это видео. Очень интересно, с какого континента зрителей больше. Несколько дней назад нам прислали вот это видео, которое вы посмотрели, в котором двигатель Isuzu 4HK1, установленный на экскаваторе, пошел в разнос. Что это значит? Это аварийный режим работы двигателя, при котором обороты коленчатого вала неконтролируемо растут до максимальных значений. При этом двигатель, не реагируя на педаль газа или на выключение зажигания. Двигатель ревет, из трубы идет черный дым, и без немедленной остановки он может разрушиться. Это происходит по причине того, что в камеру сгорания двигателя попадает неконтролируемое количество моторного масла, и двигатель начинает использовать моторное масло в качестве топлива. Двигатель работает на запредельных оборотах, и остановить его можно только путем перекрытия доступа воздуха в впускной коллектор двигателя. В этом видео вместе с вами посмотрим, что внутри двигателя после того, что произошло. Друзья, огромное спасибо за каждый лайк, за каждый комментарий, за каждую подписку на канал. Для нас это очень-очень важно. Это помогает нам выпускать видео на этом канале как можно чаще. Всем приятного просмотра. Поехали! Турбины здесь нет, нам сказали, что она разлетелась. Шмокр. Здесь масло, да, в выпуске. В 6-м. Так. Все, надо вышку просто приподнять. Что-то горелым пахнет очень. Ну, горелым поршень. Вон, что-то есть. Какая-то фигня валяется. Ой, этот латунька. Ну, похоже на втулку больше, чем на... Ну, мушуется все. Что, проблематика? Я это знаю. Короче, прокручено все.
Видишь, масло кидал. Пуск. Автомобили Isuzu производятся преимущественно в Японии, а также Таиланд, Китай, США, Индонезия, Индия, Вьетнам, Филиппины, Турция, Узбекистан. Нормальная география. Короче, основное производство грузовиков в Японии сосредоточено. Впускной коллектор. Что-то видно? Нет, просто вижу, что масла много. Да, антифриз хороший был. Я сфоткал. Ну, коленвал вместо этих Ладыши. вкладышей, там подшипники стоят коренные. Вокруг такие, блядь, прям большие. Накидываться так. Да? Такой интересный, вернусь посмотреть. Такой синий красивый вообще, блин. Что видишь, уже оплавилась замена. Сердечный болтается. Ну, вообще подгоревший. Сгорала потихоньку. О, вот такая должна быть. У него холодный запуск вообще был. Вот как. Либо от масла поотвалились, Вы просто никуда не отвалились. ну, либо сгорали потихоньку. Успел? Угу. Надо одновременно. То есть тут еще и постель, оказывается, все вместе. Ну, хоть крутится, ты смотрел? Хоть крутится? Ну, я же знаю, как нитки должны быть. Ну, он гильзован. Ну, я помню, что это. Что? Я тебе говорю, компрессию мерь. Видишь, ее залепила Угу. дюралем. Что-то почище.
Почему-то. Дудочка. Дудочка. Дырки нет, а ну там дырка. Ну, с гильзом-то да, конечно. Не, надо менять, уже видно, проплешин. Поршень есть. Мне кажется, здесь же, наверное, будет и втулка заварена. По-любому. Скорее всего. Ладно, не мало, хорош. После обеда. Ну, кусочков там больше, чем этот кусочек клапана отсутствующий. Ну так, блядь, так там не этот. Там вообще это. Не клапан. Там Клапан должен был только турбину, наверное. пулемет взял. Сальник сухой. Ватерпомп.
Хорошо, тяжелый, наверное. Ободку закручивать. Можно, может, руками. Руками. По-моему. Просто его первый раз пока что вот он запаян. Девственный. Мы здесь немного насвинячили, но не переживайте, сейчас двигатель доразберем и все это уберем, когда начнем готовить детали двигателя к сборке. Образовалась у нас здесь такая разборная зона. До этого мы разобрали Тельман D2066 вот с таким вот приколом внутри. Кому интересно, заходите, смотрите одно из предыдущих видео. Ну а мы пока продолжаем разбирать этот двигатель. Тоже вместе с гильзой вылез. Так мне нравится вытаскивать. У нас здесь 4 кольца. Раз, два, три, 4. Исузу. Япония. Качество. Хорошо на веске минимум. Ага. Их также можно и вставлять, прикинь. Наживил гильзы. Почему? Я где-то видел, даже вставлялись так. Что ну досталось? Где?
теперь стряхни. Подуставший. Ну и вкладыши уже в состоянии похуже, чем шатуны. Есть царапины, есть выработка. Тоже что-то досталось, приплющило его, размотал. Ну да, это не заводская отливка. Полосит. Так, проворотов нет, ну блин, что. Так, разобрал Саня головку. Где у нас там был прогоревший клапан? Прогоревший клапан. Вот так он выглядит. Седло вылетело. И вылетело седло, да? Оно уже где было? Просто болталось здесь или что? Да, сразу. И поплавило направляйки на выпуск. Это здесь. Угу. Так. Здесь меньше. Он надрал, видишь? Даже под ножку попадал дюрали. Вот, и направляющий выпуск надо менять, то что их, ну... Это ты чистил, и оно не очистилось, да? Надо долго, да. Ну что ж, друзья, вот такое видео у нас получилось. Что мы имеем? У нас разваленная турбина, прогоревший клапан, седло клапана отвалилось от ГБЦ при разборке, расплавленный поршень, остальные тоже начали понемногу плавиться, изношены гильзы цилиндров, вкладыши шатунов изношены, вкладыши коренные в очень плохом состоянии. Расплавлена одна топливная форсунка, остальные тоже будем проверять, так как визуально они не очень хорошо выглядят. Коленвал у нас имеет минимальное значение, коленвалы ГБЦ мы отправим в специализированную организацию, которая профессионально этим занимается. Вроде ничего не забыл. Не получилось в одно видео еще и сборку включить, потому что пока мы будем ждать запчасти, мы лучше выпустим еще несколько видео. Потом мы покажем вам сборку, установку и запуск этого двигателя. Также расскажем, сколько стоил этот ремонт. Поэтому, друзья, всем спасибо за каждый лайк, за каждый комментарий, за подписку на канал. Мы очень вас ценим. Берегите себя, берегите своих близких и до встречи в новом видео. Всем пока! Razborgruus, channel about trucks.